Молодые супруги Томас и Келли всегда считали свою кошку Лили членом семьи. Они и подумать не могли, что их любимица способна кому-то причинить вред. Но однажды, после того, как супруги оставили Лили в комнате вместе со своим ребенком, они увидели царапины на теле малыша. Родители были поражены, однако то, что они узнали позднее, потрясло их куда сильнее. Томас и Келли познакомились на выставке животных. Организована она была для того, чтобы у питомцев из приюта появились новые хозяева. Им обоим приглянулась кошка по кличке Лили. Томас уступил, и Келли забрала кошечку себе. Мужчина сказал лишь, что хочет иногда навещать Лили. Келли согласилась, так и завязались их отношения. Через год они поженились. Лили была для молодых супругов еще одним членом семьи. Они покупали для кошки все самое лучшее. Лили была очень воспитанной и умной, несмотря на то, что до выставки она жила на улице. Она тоже очень любила своих хозяев и была счастлива в новом доме. Через год после свадьбы Келли забеременела. Лучшая подруга Келли, Лия, занялась организацией праздника в честь этого события, и все вышло просто замечательно. Лия помогала Келли абсолютно во всем. Молодые супруги считали эту девушку практически родственницей и всегда были очень благодарны ей за помощь. Лия присматривала за кошкой, когда ее хозяевам нужно было куда-то уехать, а также помогала Келли по дому и сопровождала ее за покупками. Лия говорила, что эти дела ей не в тягость, ведь у нее все равно нет постоянной работы и романтических отношений. На 8-й месяце беременности Келли легла в больницу на сохранение. Лия, конечно, взяла на себя заботу о доме. Но через какое-то время Томас попросил ее больше не приходить, так как его мать решила сама помогать ему с домом. Келли обиделась на мужа, посчитав, что тот обошелся с ее подругой грубо. Когда ребенок появился на свет, Келли решила, что няней для него станет именно Лия. И когда Келли вышла на работу, то сразу же передала сына в руки лучшей подруги. Все шло хорошо, но в какой-то момент кошка начала вести себя очень беспокойно. Кроме того, она проявляла агрессию по отношению к Лии. Однажды та даже пожаловалась, что Лили бросилась на нее и поранила ей ноги. Супруги решили, что кошка чувствует себя некомфортно из-за того, что в доме произошли изменения. Вскоре Келли и Томас заметили, что их ребенок стал постоянно плакать и проситься на руки к родителям. Проводить время с Лией малыш не хотел. Келли сразу заподозрила неладное, но Томас сказал, что ребенок просто чересчур избалован. Однако дальше все было еще хуже. Супруги пришли домой с работы и увидели на теле сына царапины и синяк. Они не поняли, в чем дело. Алия тут же сообщила им, что Лили на ровном месте набросилась на нее, а затем поранила и малыша. Келли не могла поверить, что кошка на такое способна. Она пообещала Лии, что после выходных они отдадут животное матери Томаса. Но женщина также тайно установила в комнате камеру. И когда позднее Келли просмотрела запись, она едва не разрыдалась. После того, как они с Томасом ушли, Лия попыталась веником загнать кошку в шкаф. Ничего не получилось, и она прекратила попытки. Казалось бы, девушка просто хотела обезопасить себя, но секундами позже Келли увидела ужасное. Когда ребенок выронил еду, Лия ударила малыша несколько раз. Он заплакал, после чего Лили прыгнула к ребенку и закрыла его собой, пытаясь напугать няню когтями. Лия, разозлившись, бросила животное на пол. На следующий день, когда Лия снова пыталась загнать кошку в шкаф, супруги пришли в дом с полицией. Они показали полицейским то, что запечатлела камера, и Лию задержали. Оказалось, Лии нравился Томас, и хорошее отношение к семье она лишь изображала. Вредя ребенку, она таким образом мстила Томасу за неразделенные чувства. Лия не учла лишь одного. Преданные питомцы тоже могут вступиться за своих хозяев.
Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.